Просыпаюсь и пытаюсь понять, что за вчера наваял. Это 3D, это ландшафтный проект и визуализация. SketchUp и в Unreal Engine. Сижу, прихожу в себя, потому что уснул часов в 5. Доделал эту штуку. Это концепт для сада. В Артеке давно был. Сказкам Пушкина. Доброе утро. Вчера наконец-то научился делать размытие фокуса камеры в Unreal Engine. Ой, это была длинная история. Сейчас смотрю свежим взглядом. Многое надо переделывать. Или не буду переделывать, или буду. Думаю, пытаюсь понять. И каждая площадка — это одна из сказок Пушкина. Вот эта центральная — это его шляпа. Под шляпой во главе все эти креативы и происходили. И там будет центр такой виртуальный по его сказкам. И сама площадка похожа на шляпу и полы шляпы. Чао-чао. О, спасибо огромное. А вот это про петушок, золотой гребешок, яйцо и еще что-то. Не помню уже. Его сдавали 2 года назад. Там, наверное, яйцо Фаберже должно было быть. А вот эта площадка про золотую рыбку. И вот это... На них можно лежать. Как называется там? Как шезлонги. И на некоторых сверху. Ну, короче, про рыбака и рыбку это. А это про кота-баюна. Он там по цепи бродит. И все должно быть дополнено кучей аксессуаров. Но в проект введены только основные формы. Сейчас полетим на площадку про царя Салтана. О, Ната, ты говорила про вот эту вот ладью. И на ней Гвидон, обратившись в муху, летал в царство царя Салтана с острова Буяна. Но там нужно концепцию, конечно, смотреть. Концепцию пока как перенести в 3D-шку, я не знаю. А вот здесь должен был быть театр в форме книг Пушкина. Но книги оптимизировали и свели просто до структуры театра. В общем, визуализацию я понял. Или я буду доделывать, или не буду. Но любопытно, может быть, посмотреть на вот это. Как
как выглядит черно-белой стилистики. Малые архитектурные формы. Мне так нравится. Вот этот стиль. Больше даже, чем любой фотореализм. Вот эта площадка про царя Гвидона. Превратился в муху и поплыл с купцами, которые переводили, спасибо, экзотические товары. И вот здесь должны быть цветники из экзотических растений. А вокруг все артековские деревья. Тут должна быть площадка. У меня, кстати, кому интересно, как такое концептуальное проектирование делается, у меня на YouTube как раз в прямом эфире видео 5 или 6, где я проектирую в прямом эфире и придумываю все эти идеи. Вот эта идея того, что Пушкин придумал все, что находится ниже. Все находится на склоне. Таком. Внизу сказки Пушкина, тут наверху его цилиндр. Почему цилиндр? Потому что наверху нужен был какой-то центр, небольшой павильон, в котором бы все эти сказки Пушкина проецировались на вот эти внешние поверхности. Внутри стоит проектор, а по бокам на все стены и на потолок проецируется информация про Пушкина и про его сказки. Это как маленький детский лагерь. Вернее, часть лагеря детского. И вот это павильон, как сам цилиндр, и по бокам, как поля шляпы вот этого цилиндра, такие структуры, на которых можно сидеть. А тут, я уже плохо помню, про петушок, золотой гребешок. Блин, нужно вспомнить сюжет сказки. Уже забыл. Поэтому яйцо. Поэтому оно такое сложной формы. И опять же люди могут сидеть, отдыхать и радостно смотреть на эту структуру. И теперь это сказка про рыбака и рыбку. Тут на самом деле изначально было любопытней, потому что была идея невода, пирса и сетей. Так как я тогда это делал в большой спешке, потому что нам нужно было сдавать проект, когда кафедра уже улетела на сдачу, а я лихорадочно доделывал это все, чтобы они, когда прилетели, у них был уже готовый продукт. И поэтому многие идеи, которые есть в этих стримах на YouTube, они тут не выражены. А сделаны основные только наметки для развития этих идей. Вот эта лестница. Кот Баюн там бродит туда-сюда, направо песнь заводит, налево сказку говорит. И вот также отдыхающие там могут побродить вокруг дерева, поговорить сказки и песни заводить. Вот тут присев. И тут микроамфитеатрик, в котором другие люди, которые приходят, могут их радостно послушать. Идем ниже. Тут площадка с царем Гвидоном. Тут есть
и дерево, где белка орешки грызет. Ну, короче, в финальной визуализации там все моменты, которые были в концепциях, отработать было нереально. Вообще нереально. И не успеть было к такому сроку. Но основные тезисные, вот они есть. И вот тут изначально был театр в форме пачки, стопки книг Пушкина. Так, а у меня же это все под рукой, сейчас покажу. Это же любопытно. Опа. Мой скетчбук. Вот, это прикидки для этих павильонов. Вот они на склоне. Такой была идея, такой. Потом пришла идея основного павильона. Вот он, цилиндр Пушкина. Человек, который стоит, смотрит отсюда, видит как раз цилиндр. И вот этот цилиндр. 3D-шки. И вот идея. Вид сверху. Ну, так он и выглядит, в принципе. Вид фронт. Вот эта идея для вот этой зоны, где малоархитектурные формы, на которых можно сидеть, как волны. Ведь сверху рыбу я забыл сделать. Но, может, еще можно сделать. И вот тут сбоку должны были быть сети, как гамаки. На пирсе, на склоне. На таком. Вот так это выглядело бы все в разрезе. Так должен был выглядеть павильон, где из книжек Пушкина. Вот этот это скетчап и вид сверху. А вот это сказка про царя Гвидона. Вот она. От нее здесь остался только кораблик с перголами. Перголы должны были быть стилизованы под 33 богатыря. Там должны были стоять. Тут 3 девицы под окном с местом для селфи. Вот так должно было выглядеть. Тут ель должна была быть, которая с белкой, с орешкой все грызет. До какого цилиндра? Спасибо. И вот тут, куда приходит корабль, корабль на вот таких волнах. На них так же, как и в зоне с сказка про рыбака и рыбки, можно лежать. И плюс тут еще трава растет. Сейчас покажу. Эй. Вот такие. Не, это Unreal Engine. Вот сейчас мы к кораблю полетим. Тадин.
А нет, это кот Баюн тут бродит. Вот корабль. И у него внизу и вот эти вот модули, на которых можно лежать, и плюс он как будто бы плывет по зеленой траве, по волнам зеленой травы, как вот здесь. Но тут на изначальном моем скетче немного другая планировка. Вот такая. Плюс еще одна зона была. Блин. А, это зона для там, где кот Баюн. Вот это изначальная лестница. Я думал так. В итоге получилось она у меня вот так. Сейчас покажу. Вот она. Ну, упрощенно, конечно. Моделить это все времени особо не было. Тут должна была быть ступа с Бабой Югой, незаметная лестница в кустах, впечатление летящей над кустами ступы. Там много идей было нарыто, интегрировано в концепт. Бабка-ёшка, вот она летит стремительно, вот она бодрая и дерзкая. Избушка, бабка-ёшка. В Unreal Engine мне было врубиться очень сложно. Но теперь, когда я нашел для себя цепочку простых шагов, то теперь мне просто. Но изначально делал я очень-очень-очень много подходов и все время обламывался. Не один год. Для того, чтобы заточить под мои ландшафтные и архитектурные визуализации. Под архитектурные это более-менее понятно было, а под ландшафтные это жесть просто. Мне нужно было сделать так, чтобы это можно было бы делать так. Пум-пум-пум. И в каждом моменте изменяемо. То есть не то, что прям я парюсь над рендером, а сегодня вечером пришли изменения по проекту, утром готово, все готово. Так мне нужно было. Теперь я понял, как. Такой симпатичный кораблик. Так, а что тут? Этому концепту года 2 или 3. Тут уже другие штуки. В общем, вот, как я придумывал этот концепт, есть видосы на YouTube. Можно посмотреть у меня на канале. Так, сейчас еще чуть-чуть с самого начала. Но с тех пор, как Unreal Engine начал грубовато, я, может быть, переделаю. Много переделывать нужно, а времени нету вообще просто. Может, так оставлю. Ну, хоть с размытием разобрался. Ни один год не мог понять, как там делать. Это вообще просто что, тупой, что ли? Как делать хорошее размытие камеры кинематографичные. Столько бился. Вот вчера доперло. Посмотрел видеоурок какого-то русского, который делает уроки по Unreal Engine. И там он буквально минуту, наверное, рассказывает про настройку камеры. И вдруг до меня дошло. А до этого читал, смотрел, вообще не доходило. Но теперь хоть понятно. Этим размытием можно скрывать там недоделанные, например, фрагменты, недомоделенные. Ну и картинка такая, мне нравится.
Но хотя черно-белая скетчоповская все равно мне больше по душе. Театр, ну, наверное, буду фрагментами переделывать. Наверное, буду. Ну, такой милый проектик, маленький. Симпатично. И вот так это все выглядит в самой модели скетчоповской. Не помню, сколько делал. Сколько же я делал саму концепцию и первичное моделирование. Не помню. В общем, вот, если есть вопросы какие-то, спрашивайте. Я сейчас пойду пить кофе, просыпаться. Что думаете? Блин, фига у меня прическа. В общем, если вопросов нет, все, всем чао-чао, хорошего утра.